Город, где самая дорогая недвижимость в мире, где невероятно высокая плотность населения, но несмотря на это, он является одним из самых чистых городов в мире, уступая разве что Сингапуру. Город, который находился под юрисдикцией Великобритании более 150 лет, но китайская культура сохранилась и имеет колоссальное значение здесь. А также это город, где абсолютно непредсказуемая погода. Дождь может начаться абсолютно в любой момент, и вы можете промокнуть точно так же, как и я, когда вы записываете подбор. Итак, друзья, это Гонконг. No idea, right? Thank you. Просто бегут мурашки. Чё ты? Так вот кадры записывай. Дамы и господа, знакомьтесь, это Гонконг. Уникальное место, сочетающее в себе шикарный мегаполис, наследие китайской культуры и невероятно красивую природу, сравнимую с Азорскими островами в Португалии. Но что мы действительно знаем о Гонконге, кроме того, что здесь родился Брюс Ли, и отсюда пришла гонконгская вафля? Предлагаю отложить красивую музыку и начать разбираться. До прихода европейцев Гонконг являлся территорией, которая объединяла несколько рыбацких деревень. Сначала Китай дал разрешение португальцам на строительство складов, потом британцы получили право от Ост-Индийской компании на склады и порт в районе Гуанчжоу. Ост-Индийская компания получила монополию на торговлю опиумом. Сначала опиум был разрешен только в медицинских целях, а позже был полностью запрещен. Но благодаря связям с коррумпированными чиновниками британцы наладили контрабанду. После китайские власти приняли решение уничтожить весь опиум, который находился на складах в Гуанчжоу, а также выгнать английских торговцев. Здесь и начались знаменитые опиумные войны. В результате первый был подписан Нанкинский договор, одним из пунктов которого была передача острова Гонконг Британии в вечное пользование. В результате Второй войны Великобритания получала новые земли и разрешение на торговлю опиумом в Китае. Ладно, вижу, что вам уже становится скучно. Если вкратце, то потом Гонконг чуть не стал частью Японии, а еще чуть позже чуть не попал под влияние Чан Кайши, и в 1984 году был подписан документ о полной передаче Гонконга Китаю с одной единственной оговоркой: одно государство, две системы. Это означает, что Китай отвечает за внешнюю политику, а вся внутренняя политика, налоги, пошлины, валюты и так далее находится под юрисдикцией Гонконга. Кстати, по поводу валюты. В Гонконге национальной валютой является гонконгский доллар. Стоимость находится приблизительно на уровне 7,80 гонконгских долларов за 1 доллар США. Я не рекомендую менять много денег в аэропорту и на туристических улицах. Так, например, при обмене 100 американских долларов можно спокойно потерять около 10 долларов США. Предположим, что мы разобрались с валютой и где ее менять. Но удобно ли постоянно менять деньги и носить с собой наличные для оплаты проезда, покупок и прочего? Здесь в ход вступает находчивость китайцев. Да, именно находчивость. Запомните это слово, оно еще не раз будет фигурировать в выпуске. В Гонконге есть карта Octopus, некий аналог нашей тройки, которую вы покупаете и позже пополняете. Но самое главное отличие это то, что этой картой можно расплачиваться практически везде, включая магазины и заведения. Максимальный депозит по карте составляет 3000 гонконгских долларов. В некоторых местах даже не принимают банковские карты и просят оплатить либо наличными, либо картой Octopus. Пополнить карту можно не только в метро, а также в любом супермаркете. Но самое главное отличие Гонконга от Китая – это левостороннее движение, сохранившееся после британского правления. Влияние Великобритании прослеживается отчетливо, начиная от двухэтажных автобусами и трамваями, заканчивая названиями популярных мест, например, Пик Виктория, которая получила свое название в честь британской королевы. Но в Гонконге есть и своя уникальность. Сегодня мы в этом с вами и убедимся. Но прежде чем говорить об уникальности Гонконга, я предлагаю сначала немного познакомиться с городом и его знаковыми местами. На пути нам встретятся места, которые точно не оставят вас равнодушными. Одни из самых главных достопримечательностей Гонконга – Центральный парк и Пик Трэм. Первым делом садимся на трамвай и едем до станции Адмиралти. Либо всегда есть опция доехать на метро. Проезд на метро составит от 4,9 гонконгских долларов. Цена зависит от расстояния, которое вы проедете. Проезд на трамвае же стоит 3 гонконгских доллара и никак не варьируется от расстояния. Далее, когда мы приезжаем на остановку, поднимаемся через торговый центр на эскалаторе и оказываемся у главного входа в парк. Далее нас встречает большое количество зелени и фонтаны. Но самое главное место в Центральном парке, ради которого все сюда приходят, это вот этот вид, ребята. Да, прослеживается небольшая схожесть с Центральным парком в Нью-Йорке, но у этого места особая атмосфера. Далее из Центрального парка мы отправляемся в сторону Пик Трэм. Проезд на Пик Трэм удобнее и выгоднее осуществлять по карте Octopus, о которой мы уже говорили, чтобы не стоять в очереди и чтобы сэкономить деньги. Подъем и спуск вместе стоит 88 гонконгских долларов. Тут мы оказываемся на той самой горе, которая была названа в честь британской королевы Виктории.
Далее у нас с вами не менее популярная, а возможно даже самая популярная улица Гонконга, название которой Таймс-сквер. Да, ребят, вы не ослышались. Тут китайцы даже решили не менять название, а полностью скопировали у американцев. Ребят, сейчас нахожусь на станции метро Causeway Bay, одна из самых центральных улиц в Гонконге. Просто невероятно. Просто бегут мурашки по коже. Насколько мне нравится культура в целом вообще во всем мире пиара фильмов, сериалов, различных мультфильмов, когда на самых главных улицах делают невероятную рекламу, и тебе просто очень хочется потом сходить либо на мультфильм, либо на этот фильм, просто посмотреть на это. Что касается пляжей, то в Гонконге с этим вообще нет никаких проблем. Гонконг омывает Южно-Китайское море, зимой в Гонконге прохладно, примерно около 15 градусов по Цельсию, поэтому если вы хотите посетить всемирно известные пляжи, то в путешествие вам необходимо отправиться летом, когда тут действительно жарко. В Гонконге большое количество пляжей, но самые известные это Golden Beach, Turtle Cove, Big Wave Bay, Repulse Bay, Tongfu, Lower Changsha. Мы отправимся с вами сегодня на Repulse Bay Beach. Он является самым известным и популярным пляжем Гонконга. Этот пляж расположен в одном из живописнейших районов на северном побережье залива Repulse Bay. Пляж имеет большие размеры как в длину, так и в ширину. В округе пляжа расположено огромное количество гостиниц, торговых центров, кафе и супермаркетов. На самом пляже имеются волейбольные и игровые площадки. Фу, ребят, что просто может быть лучше, чем наконец-то добраться до пляжа, когда на улице такая невыносимая жара и просто уже все стекает с вас. Вы из последних сил сюда добираетесь, на улице 35 градусов, солнце печет и влажный климат, вам еще жарко. Вот и, конечно же, добраться до пляжа, это просто невероятно. Отложу сейчас камеру и полетел в воду. Здесь же мы с вами вспоминаем про находчивость китайцев. Вы когда-нибудь видели людей, которые приходят на пляж со своими палатками? Я никогда с этим не сталкивался. Но это настолько просто и настолько гениально, что сразу задумываешься, почему ты так никогда не делал. Так, ребят, сзади меня сейчас находится спина дракона. Это хайкинг. Тропа составляет 8,5 километров. Проходимость тропы в районе 4-5 часов, в зависимости от темпа. Плюс, во всяком случае, я еще понимаю, для чего я это делаю. Наверху должны открываться невероятнейшие, просто умопомрачительные виды, которые просто взрывают ваш мозг. Даже проезжая здесь на автобусе, я видел такие красивые виды, что происходит там наверху и насколько красиво все это смотрится сверху. Естественно, нужно смотреть сверху. Поэтому желайте мне удачи, ребят. И кто проходил этот маршрут, пишите в комментариях. Первое, что хотелось бы отметить, это насколько я подготовленно к этому подошел. У меня компрессионный трикотаж второго класса. Взял с собой быстрых углеводов в виде фруктозы, это манго, это бананы, также, естественно, несколько бутылок воды. Я читал в интернете, что именно этот маршрут получил средний уровень сложности за счет именно крутого начала. Чем выше поднимаешься, тем, конечно, более ветрено. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Насколько прекрасна жизнь, насколько сильный дождь, ветер, просто невероятно. Я не знаю, как это объяснить, как это описать, я насквозь просто промок, но я настолько счастлив, просто мое счастье. Панорамы открывались просто изумительные по красоте. Зеленые горы и холмы своими очертаниями, действительно напоминающие огромную изогнутую драконью спину. Я часто останавливался, чтобы сфотографировать все это природное великолепие. В свое время тропа была признана самым лучшим пешеходным маршрутом в Азии. Конечным пунктом хайкинга является небольшое местечко Тонглонгван, что в переводе означает «бухта большой волны». Ну вот и подходит к концу мой путь в спине дракона. Что я могу сказать, ребят, сейчас спускаясь вниз, абсолютно точно оно того стоит. И если, во-первых, вы любитель хайкинга, вам это очень понравится. Даже если вы не любитель хайкинга, вам это тоже понравится. Да, погода была непредсказуемой, из-за этого мог подснять определенные кадры, было много чего в планах подснять. Настолько был сильный ветер и дождь, что абсолютно никаких шансов не было сохранить свою камеру, если я начну это снимать. Но путь невероятно. Следующие места, которые подчеркивают уникальность Гонконга и связь с Китаем, это Чилин Нёнери и Нанлиан Гарден. Но прежде чем мы туда доберемся, я бы хотел рассказать вам об уникальном опыте, который я прожил в Гонконге. На пути в монастырь я зашел в торговый центр Hollywood Plaza, чтобы перекусить.
Я давным-давно думал о том, чтобы пройти курсы оказания первой медицинской помощи. И представьте мое удивление, когда я увидел в торговом центре мероприятие, посвященное оказанию первой медицинской помощи. Где еще в мире вы могли зайти в торговый центр и на мастер-классы по оказыванию первой медицинской помощи? So you can see your name already there. So camera, you'll post here. You knee down here, and then you can start CPR. Stop over there. Super. Yes, go try. Yeah. Continue. Yeah, very nice. This is the whole procedure for CPR. Oh. You learned already, right? Thank you. Thanks. Thank you, sir. You think it's easy? We just use 5 minutes, right? So at least right now I have an idea of CPR just in case. I hope not, but just in case I will have an idea like how to do it. This is what we want to do. Шанмен – главный вход в монастырь. Буквально Шанмен означает горные ворота, поскольку большинство монастырей расположены в горах, вдали от толпы. Когда человек входит в горные врата, он оставляет позади невзгоды мирской жизни. Шанмен также называют Санмен, что буквально означает 3 врата, имея в виду буддийскую мудрость, сострадание и веру, понимание и практику. 3 важных метода достижения освобождения. Когда человек входит в монастырь, есть надежда, что он сможет достичь духовного освобождения. В общем, очень интересное примечание, что ни в одной из этих локаций нельзя использовать штатив. В том случае, другая страна, другие правила. Нужно уважать их правила, уважать их культуру. А теперь, ребят, я предлагаю небольшую игру. Сколько китайских автомобилей вы насчитаете на дорогах Гонконга за следующие 30 секунд? Пишите ваши результаты в комментариях. Я все рассказываю о достопримечательностях, а метро сказал буквально пару слов. Это нужно исправлять, потому что метро в Гонконге заслуживает отдельного внимания. Это самый востребованный вид транспорта с кондиционированным воздухом, почти стерильной чистотой и удобными пересадками. Его строительство началось в 1979 году, а сегодня линии охватывают весь огромный мегаполис и позволяют быстро и комфортно добраться до многих достопримечательностей. Движение поездов начинается в 5:30 утра и заканчивается в час ночи. Схема метро, размещенная на станциях и в вагонах, довольно проста. У каждой линии свой цвет, а названия станций продублированы на английском языке. Скоростная линия Airport Express протяженностью 35 километров соединяет центр города с аэропортом. Также, что мне лично очень нравится, это то, что в целях безопасности платформы отделены от путей прозрачными стенами с раздвижными дверями. Что касается стоимости проезда, то я уже затрагивал эту тему, но повторю, что самое выгодное — это приобретение карты Octopus, которая стоит 200 гонконгских долларов, 50 из которых стоимость карты, а 150 вам начисляется на баланс. Эту карту также можно вернуть, получив обратный депозит и оставшиеся средства на балансе. Ребята, я просто не понимаю, как можно не любить путешествия, как можно не мечтать посетить все эти страны, новые города, увидеть все эти невероятные новые локации. Для чего вы еще зарабатываете деньги? Для чего? Чтобы их копить, купить что-то материальное. Ребят, вот они, настоящие неподдельные эмоции. Я даже сейчас говорю это, у меня идут мурашки по телу. Я здесь нахожусь, просто невероятная локация. Гонконг настолько сильно поражает. В целом, дело даже не в Гонконге. Любое новое место очень сильно поражает, неважно какое. Почему вы все еще не путешествуете, я не понимаю. Если вы сейчас видите это видео, если вы сейчас смотрите этот видеоролик, ребят, это самый главный, наверное, посыл всех моих видеороликов, что нужно путешествовать, проводите свое время с семьей, покупайте необходимые материальные блага, все это здорово, но, ребят, не забывайте восполняться духовно, не забывайте открывать что-то постоянно новое для себя, и именно путешествие — это тот самый смысл, который наполняет вашу жизнь, это именно то, что позволяет вам узнать что-то новое, новые культуры, новые люди, новые знакомства, новые локации, новые места, новые валюты, новые
новые факты, все абсолютно новое. Вы не находитесь в привычной зоне обитания, вы выходите из зоны комфорта, да, вам некомфортно, да, вы боитесь, да, у кого-то, может быть, нет на это денег. Ребят, я не верю в это. Каждый человек может путешествовать, и в каждом ролике я буду это повторять. Неважно, куда вы едете. Это может быть соседний город, это может быть соседняя станция. Путешествие — это не всегда про поездку за границу. Ребят, в коем случае никогда это не оставляйте.